Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. Итак, максимально позитивный день сегодня. У нас воскресенье, солнечный день. Нужно, конечно же, отдыхать. Море, озеро, речка, рыбалка, шашлыки. Это, конечно же, должно быть в вашем каждом воскресенье. Отдых должен быть всегда. Итак, ну что у нас? Криптоактивы не растут, но вчера был небольшой у нас движ. Эфириум у нас чуть-чуть там что-то немножко порос и снизили они доминацию. Если мы посмотрим на доминацию биткоина, то буквально за вот эти вот пару дней у нас доминация биткоина упала на 0,7% и чуть-чуть выросли альткоины. Не знаю, посмотрим, пик у нас ли здесь уже по доминации или нет. Если посмотреть на дневке, все у нас это вот так вот выглядит на данный момент. Сегодня доминация растет. Мы идем по доминации вот в такой вот. У нас есть некий такой небольшой тренд. Просто скользим. Никаких особо глобальных падений здесь даже и не виднеется. Мы находимся в таком вот восходящем канале. Все равно до определенного момента мы будем расти, и здесь будет падение. Всегда рост не может быть. Иногда есть и какие-то падения. Здесь у нас вот было падение в мае месяце, но они просто с этой доминацией уже так задолбали, что это просто капец. Так, что у нас на недельке? На недельке у нас сформировали такую вот небольшую свечу, типа как волчок. Может здесь будет и разворот. У нас здесь есть такой восходящий клин. Клины зачастую завершают свое движение падением вниз. И я думаю, что здесь будет какой-то пролив. И что у нас на месяце? На месяце у нас зеленый месяц. Буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 месяцев подряд мы растем. Ну, за исключением только май. Здесь была небольшая свеча волчок. Вроде бы как и разворотная, но все равно. Следующий июнь месяц у нас уже был не разворотный. Опять мы начали расти. Подошли мы к глобальному тренду. Вот у нас тренд, который берет свое начало еще с 2017 года. Аналогичная ситуация у нас и на биткоине. С 2017 года у нас есть некий тренд. Мы его можем разглядеть. Вот у нас такой вот тренд с 2017 года. Раз касание, 2, 3, 4, 5, 6 касаний было. Мы подошли к этой трендовой линии и может быть такое, что мы ее пробьем. По скользяшкам видно то, что у нас здесь был золотой крест. Это был октябрь 2023 года. Закончилась медвежка вот здесь вот и началась бычка. На недельке по скользяшкам ничего страшного нету. У нас здесь все лонгово. На дневке у нас в принципе намечался крест смерти вот здесь вот, но ничего здесь такого не произошло. Просто консолидация, боковик и все. Тянут они потихоньку это все дело вверх. Есть бычий треугольник, он еще присутствует, но даже сейчас можно здесь разглядеть уже бычий флаг. Извиняюсь, не медвежий флаг, а бычий флаг. Мы можем разглядеть то, что есть здесь уже бычий флаг. Вот так вот. Все четко у нас здесь выглядит как летом 2024 года. Биток в принципе выглядит все неплохо по бычьи. Одно только не радует то, что у нас нету притока капитала. И манипулятор манипулирует, переливает бабки из альткоинов в биткоин. На коррекциях, когда биткоин у нас падает, они начинают изымать деньги с альткоинов и перелаживают это все дело в биток. Не хватает ликвидности, просто категорически не хватает на рынке ликвидности, и они делают такие махинации. Что у нас по объемам? Давайте мы обновим объемы, мы давно здесь не обновляли, это график на Binance. И по объемам у нас средняя точка чуть-чуть приподнялась, это 97500. 97500, средняя точка, это у нас объемы буквально за полгода.
Мы протестили эти объемы. Вот у нас линия POC. Мы протестили вот этой вот коррекцией. Тоже у нас все здесь очень хорошо. Также глобально мы можем увидеть, что у нас здесь формирует паттерн чашку с ручкой. Вот мы можем посмотреть. Локально такая вот у нас уже есть чашка с ручкой. Вот у нас чашка. Вот у нас ручка. Сейчас даже на данный момент, если у нас будет отрабатывать этот паттерн, то по всей видимости мы будем забирать тело самой ручки. А тело ручки у нас получается примерно, вот мы можем прикинуть, примерно у нас вот так вот. Это будет пробитие вершины 115-119 тысяч долларов. Ну и потом уже остается у нас буквально забрать тело самой чашки. Давайте мы посмотрим тело чашки. И у нас останется забрать тело чашки. Посмотрим, куда у нас придет все это дело. Уберем здесь объемы. Объемы нам говорят о том, что мы, в принципе, протестировали линию POC. Как для коррекции это нормально. Также у нас есть гэп, который не закрытый в диапазоне 91 тысяча долларов. Объемы мы удержали вот этот вот блок. Все у нас здесь хорошо. Если мы будем расти, то первая цель у нас это забрать тело ручки. Это 115-119 тысяч долларов. И вторая цель, конечно же, это 152 тысячи долларов по биткоину. В принципе, вот так вот. Я думаю, что у нас здесь паттерн чашка с ручкой отработает. Мы неоднократно в этом бычьем цикле видели данные паттерны. Здесь у нас тоже глобально чашка с ручкой виднелась. И многие, конечно, смеялись. Я тогда снимал видео, говорил, что у нас здесь чашка с ручкой. Все здесь у нас четко отработало, в принципе. Так что надеемся, что здесь локальная тоже чашка с ручкой у нас отработает в дальнейшем. Итак, что у нас в принципе по доминации биткоина? По доминации биткоина у нас здесь тоже есть паттерн такой вот. Двойное дно. Будет ли у нас здесь слом данного паттерна, или все-таки мы повторим, будем повторять цикличность и тоже будем откатывать, конечно же, никто не знает. Дай бог, чтобы мы увидели повторение, потому как альткоины в этот момент просто-напросто умрут. Что у нас по доминациям? Давайте-ка мы посмотрим доминации. Здесь у нас ничего не меняется. Эфириум вроде бы сделал небольшой отскок, но доминация альткоина продолжает падать, доминация биткоина растет. Изменений практически нету никаких за этот короткий период времени. Ну, здесь мы не смотрели, это, наверное, уже месяц прошло. За месяц ничего здесь не поменялось. Итак, давайте еще посмотрим индикаторы по биткоину. Что нам показывают индикаторы по биткоину? Глобально, какой у нас анализ биткоина? 2 триллиона 113 миллиардов долларов. Капитализация, 94% монет в обороте, 19,88 миллионов биточков в обороте у нас. Инвесторов, конечно же, здесь нету. Ну, биржи, понятно, что все ликвидные биржи торгуются биток. Не говоря о Чи, например, которые все говорили, что Чи это у нас будет замена биткоина. В топе стоят такие монеты, как XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero. Неплохо. Наблюдают за Твиттером у нас некоторые подписчики здесь, проекты, 3808 проектов, Binance наблюдает, Polygon наблюдает. У нас даже есть, наверное, и Твиттер здесь. Нету, Твиттера нету. Есть Твиттер, это чуть, я уже чуть ли не испугался. Есть Твиттер Битка. Давайте посмотрим Твиттер Битка. Регистрация август 2011 года. 7.7 миллионов читателей. Здесь у нас, как всегда, сидит Слёй Сатоши, Binance, OKX, BinX и Майкл Селлер сидит. Негодяй. Итак, по Твиттеру. Здесь есть у нас твиты. Но я не знаю, что здесь за... Что это вообще за твиты, кто их вообще делает. 15 часов тому назад у нас такие вот татушки биткоина, типа Трон, 28 июня. Вот так вот. Твиттер здесь, конечно же, есть у нас. Довольно-таки неплохой. 7 миллионов читателей. Неплохо, конечно же.
И давайте посмотрим индикаторы, что нам показывают индикаторы. Итак, на месячном графике у нас был сигнал на покупку октябрь 23 год, сигнал на продажу август 24 год, сигнал на покупку январь 25 год, сигнал на продажу март 25 год, но на покупку не было сигнала. Только в марте был на продажу и все. Дальше никаких сигналов не было. Мы знаем, что у нас, конечно же, Hash Ribbons тоже давал сигнал. Ну, давайте посмотрим Hash Ribbons. Hash Ribbons у нас есть на месячном сигнал июль 24 года. Здесь нету сигналов. На недельке. Давайте мы посмотрим на недельке. Мы видим то, что у нас в марте был сигнал на покупку. И в мае был сигнал на покупку. Вот. Дальше. Сигнал buy у нас был сентябрь 24 года. На продажу декабрь 24 года. Сигнал buy был апрель 25 года. На продажу не было сигналов. Вот этот вот индикатор buy и покупай, продавай отлично вообще работает долгую на недельке. Видно то, что на недельке отлично отрабатывает. Здесь у нас на покупку, на продажу не было никаких сигналов. На дневке мы видим то, что у нас на данный момент есть опять сигнал на Hash Ribbons. Только не синяя точка, а капитуляция. Капитуляция майнеров. Смотрим. Формирует сигнал на Hash Ribbons капитуляция майнеров. И они здесь капитулируют. Это хорошо. Может быть такое, что в дальнейшем мы опять увидим синюю точку, и это будет сигнал на покупку. Уже будет буквально второй сигнал после мая месяца, даже не второй, а третий сигнал, потому как у нас здесь на дневке была одна точка, вторая точка, здесь произошла капитуляция, и после того, когда у нас был здесь сигнал, произошла у нас коррекция на 11,5%. Сейчас на данный момент опять происходит капитуляция майнеров. И может быть такое, что здесь появится опять точка синяя. И это будет хороший триггер для роста. Вот. На дневке у нас был сигнал на продажу только в июне 2025 года. Сигнал на покупку. 16 июня 2025 года. Сигнал на покупку 24 июня. Буквально 5 дней тому назад у нас был сигнал на покупку. На продажу сигналов не было. Ну и давайте еще посмотрим 4-часовик. Тоже довольно-таки неплохо. Здесь есть сигнал на покупку, был на продажу. 23 июня был на покупку, потом на продажу 25 июня. Сейчас опять есть сигнал на покупку. Это очень хорошо. Притом здесь у нас такой V-образный разворот сформировали. Хорошо на биткоине. Все здесь выглядит шикарно. Само собой есть капитуляция. Мы видим то, что у нас был сигнал капитуляции буквально в мае месяце. Вот у нас 16 мая, длительный период времени была капитуляция. С 15 даже по 21. Неделя у нас длилась капитуляция, и потом засветилась синяя точка. У нас здесь 25, сегодня 29. 4 дня уже тоже здесь происходит у нас капитуляция. Довольно неплохо. Биток вообще выглядит шикарно. По биткоину здесь все у нас лонгово. Есть у нас сигнал на Hash Ribbons капитуляция. Есть у нас здесь сигнал на покупку на 4-часовике. На дневке у нас тоже есть сигнал на покупку. Все в принципе лонгово. Само собой есть паттерн чашка с ручкой. Сформировали уже ручку. Есть у нас здесь бычий вымпел. Треугольник такой. Ну и само собой, если натянуть здесь боковой канал, то в принципе у нас здесь выглядит тоже вот такой вот бычий флаг. Сколько еще будет здесь коррекция? Будем ли мы здесь опускаться еще раз? Не знает никто, конечно же, но все-таки здесь закрепляемся мы уже. Длительный период времени у нас здесь есть закрепление. Если мы будем опускаться, как минимум мы можем опуститься в диапазон 102 тысячи долларов. Для того, чтобы протестить середину канала. И потом вот таким макаром мы можем пробить это все дело. Можем, конечно же, из текущих пробить это все дело. Вот мы, допустим, закрепили здесь. Из текущих у нас будет пробитие.
Там у нас Пауль начинает уже делать какое-то смягчение. Делал я пост в телеграм-канале, кому интересно, телега в описании под видео, запрыгиваем, есть чат. Иногда даю некоторые сетапы по альткоинам и по биткоину. Пауль говорит о том, что у нас будет смягчение. Даже может быть такое, что в июле месяце будут понижать ставку. Но если даже и в июле оставят ставку на паузе, то в августе месяце по-любому будут понижать ставку. Так что надеемся и ждем. Осталось еще немного. Само собой, по метрике Stock to Flow мы прекрасно знаем, что у нас еще запас времени есть. И мы можем с вами увидеть пик бычьего рынка по биткоину, ну, где-то начало сентября, середина сентября 2025 года. Это, как ни крути, еще, в принципе, у нас осталось 3 месяца. Потому как 520 дней после халвинга биткоина у нас припадает на 20 числа сентября, вот, допустим, 25 сентября, то у нас еще есть, смотрим, здесь у нас есть еще 90 дней. Ровно 90 дней, за 90 дней мы можем увидеть полную развязку событий. Будет ли пробитие у нас этой гребаной трендовой линии, которая берет свое начало еще с 2017 года, или все-таки мы с текущих уходим на медвежку? Никто, конечно же, не знает, но то, что у нас не было альт-сезона, это очень настораживает. Обычно, зачастую, по истории всегда так было. Когда завершается пик бычьего рынка, у нас происходит альт-сезон. Полная разгрузка, выбивание шортов по биткоину, разгрузка по альткоинам, и мы уходим на медвежку. Но в этом цикле мы не видим никакого альт-сезона. Дальше, что у нас по гэпам? Давайте посмотрим гэпы. Давайте-ка мы посмотрим гэпы. И мы видим то, что у нас есть небольшой гэп в диапазоне 91 тысяча долларов. Также мы можем здесь рассмотреть вот небольшой гэп в диапазоне 106. Но это так вообще маленький гэпчик. Маленький гэпчик. Ну, здесь он небольшой, но мы все равно его отметим. Просто тютелька здесь небольшая, тютюлюнька. Такой вот маленький гэпчик здесь у нас. Есть маленький гэпчик. В диапазоне 106 тысяч долларов. Дальше. Здесь у нас все проторговано. Остается у нас только вот здесь вот небольшой гэп. И давайте посмотрим на недельки. Неделька. Гэпов нету. Все шикарно. Давайте посмотрим на 4-часовике. Тоже у нас практически здесь никаких гэпов нету вообще. Здесь вот есть на 4-часовике присутствует небольшой гэпчик, и все. На часе аналогичная ситуация. Здесь все гэпы у нас были проторгованы. В принципе, гэпов у нас нету. Даже если посмотреть на дневке, на графике, там где гэпы, здесь тоже у нас присутствует сигнал на хэш-риббенсе. Там где есть гэпы. В принципе, вот так вот. Что у нас по кошельку Liberty Finance? На данный момент мы видим то, что кошелек набирал позиции, плавненько набирал, резко он набрал у нас эфириум, и скинули они все это дело в феврале 2025 года. Здесь такая вот манипуляция произошла. Лонги, конечно же, у нас прикрыты по эфиру, наборы там не идут никакие, и сейчас мы видим, что идет небольшой набор каких-то позиций. Но здесь, если посмотреть, такие себе альткоины, какие-то там вообще щитки полнейшие. Ну, Трон, там, МНТ, например, монетка, EOS, Коле, например, монета Коле, я не знаю, что они там, эфириум, есть немножко эфириума. Ну, так себе. USDT, USDC. Я думаю, что здесь с этим кошельком у нас в основном манипуляция. Забрасывают на баланс этого кошелька какие-то хитрожопые скамеры для того, чтобы, допустим, люди видели, что данный кошелек Дональда Трампа набирает позиции и тоже, например, покупали. Вот Юни, например. Там, ну, что еще здесь такого интересного? В основном какие-то непонятные щитки, там Solana на 150 долларов Solana, ну это просто ни о чем. Это говорит о том, что это ж не инвестиции. Я не знаю, может это какая-то комиссия капает сюда
Вот 1 доллар, например, капнуло, здесь 43 доллара капнуло. Здесь может быть, скорее всего, какие-то комиссии капают на этот кошелек, и все. Баланс на данном кошельке у нас на данный момент 180 миллионов долларов. Ну все, я думаю, что здесь просто какие-то комиссии на данном кошельке. И также у нас есть еще интересный момент, то что у нас DXY обновил опять же лой. Вчера у нас DXY обновил лой. Что мы видим? Что мы видим? Правда, сейчас тут по поводу DXY у нас здесь 27 число, вчера было 28, но 28 все равно они здесь закрылись. И я вчера смотрю то, что у нас вот фитилями было обновление лоя. Посмотрим, как у нас понедельник откроется по DXY. DXY вообще шикарно выглядит, он закрепляется на самом донышке. И это тот самый момент, когда нужно присматриваться к инвестициям к доллару. Нужно набирать баксы, потому как бакс ослабел. И вот здесь вот слабый бакс. Здесь его нужно покупать, потому как вот здесь вот он начнет уже стоить не очень дешево. И в национальной валюте может даже сделает практически 50% движения. Минимум, я думаю, что 30, а может быть даже и 2 икса. Если, допустим, посмотреть в гривнах, то, наверное, бакс здесь будет стоить в пределах 80-85 гривен за 1 доллар. Здесь стоит присматриваться к баксу. Нужно накапливать потихоньку, начинать доллары. Зеленые хрустящие бумажечки. Вот, в принципе, вот так вот. Еще было бы неплохо посмотреть график доллар относительно и евро. Вот если вам интересно данный график, то пишите в комментариях под видео. В следующем видео посмотрим. В принципе, вот так вот. Такие вот у нас события на крипторынке, такие вот у нас мысли по поводу биткоина. Я думаю, что на данный момент у нас здесь все-таки формирует чашку с ручкой, и она отработает. Одно только вот, когда начнется движение, мы, конечно же, не знаем. Не хотелось бы нам увидеть еще одно коррекционное движение по биткоину. Сюда вниз мы можем даже опуститься вплоть до 99 тысяч долларов и потом опять начинать вот так вот все это дело формировать. Но мало ли, может быть, у нас уже здесь будет формироваться пробитие. Посмотрим, как у нас откроется понедельник, вторник. Следующая неделька у нас будет уже ключевая. Также мы можем с вами увидеть то, что у нас сегодня 29 число. Понедельник будет 30. Вторник это будет открытие июля месяца. А мы можем посмотреть, что у нас будет, конечно же, мы можем посмотреть, что у нас будет на следующем месяце. Если мы посмотрим этот месяц, то у нас месяц выглядит уже неплохо. Коррекция, я думаю, что здесь уже полностью состоялась, потому как у нас есть фитиль, у нас есть фитилек, он составляет буквально коррекционное движение в 3%, и это хорошо. Это говорит нам о том, что уже коррекцию могут здесь и не делать. И следующий месяц у нас будет открываться. Вот июль месяц, да, он может открыться с коррекцией. Если, допустим, у нас цену биткоина удержат в диапазоне там 107 тысяч долларов, да, первая неделя, а это следующая неделя июля, у нас может быть с коррекцией, ну, допустим, 1,5%, то цена биткоина может у нас опуститься в диапазон там 105 тысяч долларов. Мы опускаемся в диапазон 105 тысяч долларов, и если у нас все будет дальше по бычьи, то мы, в принципе, можем после небольшой коррекции в 2% начать расти на следующей неделе. А следующая неделя у нас июля будет только с 7 июля. Вот 7 июля мы сможем с вами увидеть недельку, конечно же, лонговую. Первая неделя июля может быть коррекционная, а следующая лонговая. Давайте мы посмотрим, что вообще у нас происходит в июле месяце. Июле месяце, где у нас, вот у нас прибыль капитала. Так, второй квартал 23% движения в плюс. По эфириуму 33%. Правда, у нас третий квартал не очень хороший как для биткоина, так и для эфириума. Эфириум у нас вообще здесь
красный. Но мы особо уже опираться на данную статистику не будем, потому как я считаю, что она уже сломлена. Этот цикл у нас показал то, что Q1 по эфириуму. Все ожидали плюсовой, я тоже ожидал это событие, но оказывается он может быть очень сильно негативный, как это было в 2018 году. Правда, здесь бычка, а 2018 год это погружение на медвежку. Мало ли, может это тоже было погружение на медвежку. Мы этого еще точно не знаем, узнаем только уже постфактум. Вот, в принципе, вот так вот. Ну и, допустим, если по месяцам у нас получается июль не очень хороший месяц для биткоина. Здесь у нас небольшой рост, но он присутствует, есть зеленые свечи. Вот август нехороший, здесь зачастую красный он идет все в коррекции. И по эфириуму, давайте-ка мы посмотрим. Эфириум, что у нас говорит эфириум? Эфириум все-таки июнь красный, как и всегда это было. Здесь у нас зачастую был июнь красный, июль тоже у нас красный, август тоже красный. Зачастую летом у нас происходят какие-то коррекции. Само собой, мы прекрасно знаем то, что у нас лонги по эфириуму полностью закрыты. И сейчас на данный момент у нас только остается надежда, что их обратно будут набирать. Посмотрим лонг биток относительно эфириума. Вернее, эфириум относительно биткоина полностью закрытый. И мы с вами не видим вообще никакого движения на эфириуме. Вообще 2 недели просто рынок мертвый. Ну, вчера буквально там было небольшое движение, что-то двинулись какие-то альткоины, ну все. С 12 июня у нас здесь нету никаких наборов лонга. Я думаю, что если они здесь начнут набирать лонг, еще один раз тянуть, это будет последняя возможность для того, чтобы покинуть, конечно же, этот скамовский рынок, потому как при закрытии данного лонга уже, по всей видимости, мы точно пойдем на медвежку. Дай бог, чтобы мы сейчас не пошли на медвежку, потому как, ну, просто-напросто уже и так биток конкретно перегрет, и он может улететь на медвежку вообще просто как 2 пальца об асфальт. В принципе, вот так вот. Ситуация такая, лонги здесь не набираются. Вообще ничего нет, никаких наборов, все у нас замерло. Но в прошлом цикле мы закрыли лонги 9 декабря, начался набор, буквально смотрим с, ну тут буквально там 10 января, ну месяц. Нам нужно, по всей видимости, дождаться середины июля, чтобы увидеть, будут ли здесь набираться лонги или нет. Все-таки данный график четко отрабатывает, если лонги закрываются, нужно покидать рынок, особенно альткоины. И все четко здесь у нас отработало. То, что не росло, это, конечно же, ваши проблемы, но эфириум показал здесь 2 икса на вот этом вот росте лонгов. Правда, крупный игрок все это дело переиграл. Вот так вот. В принципе, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддерживаем канал лайками, подписками, комментариями, для того, чтобы все это дело продвигалось в YouTube. Вот как только у нас здесь будет 6000 подписчиков, я беру штатив, беру камеру, еду в Киев и буду снимать контент на площади и буду спрашивать у людей, как они потеряли деньги на криптовалютах. Если вам интересный такой формат, мы будем это все делать. Нам нужно здесь сделать 6000 подписчиков. Все в ваших руках. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями, потому как я каждый день для вас стараюсь, пилю ролики, делаем какие-то обзоры рынков, вылаживаем какие-то мысли, как в телеграм-канале, так в телеграм-чате, также и в ютубе. Вот. Все ссылки есть в описании под видео на биржи, на холодные кошельки, на телеграм, на чат. Остается только ждать от вас поддержку. Минимум хотя бы комментарий, лайк, подписка. И все будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем пока, до связи и мирного неба.